Вот мне конкретно хочется, чтобы ураза была уразой в своем лучшем понимании. Как этого добиться? За месяц до Рамадана я уже начинаю отслеживать, достаточно белка я потребляю или нет. Подарите своему другу перед Рамаданом маленькую тарелочку. Да, важно длительно не задерживаться. Поели, поблагодарили и дальше побежали на намазы и дальше на свои дела. Самым большим для меня инсайтом было, что никогда не садись за стол, когда ты в стрессе. Рамадан может влиять на иммунитет. За счет голода у нас происходит аутофагия, у нас активация макрофагов, и у некоторых людей хронические воспаления могут обостряться. Кортизол тянет за собой же инсулин. Это же всадники апокалипсиса, как их называют. Кортизол, инсулин и лептин, по-моему. Вот это та самая агрессия и головные боли, на которые люди жалуются в первые дни Рамадана. Мы хотим, чтобы наш пост был для нас именно духовной практикой, и чтобы мы могли хорошо сдерживать собственный гнев, собственную агрессию. Друзья, в преддверии самого важного и значительного мероприятия, как Ураза для верующих и практикующих мусульман, мы сегодня делаем подкаст с прекрасной Камилой Жунусовой. Она является нутрициологом практикующим. И так интересно, мне вот интересен ваш путь, Камила, потому что я знаю вас как девушку, которая по Болашаку отучилась в Лондоне, закончила мастерс в Назарбаев University. Расскажите немного о себе, пожалуйста, и мы потом стартанем про Уразу. Доброго времени суток всем. Добрый день, Асель. Меня зовут Камила, мне 33 года, я многодетная мама 4 деток, практикующий нутрициолог. Да, в 19 лет я улетела в Лондон по Болашак на Environmental Science, отучилась там 4 года, там нашла свою любовь, вышла замуж, вернулась в Казахстан. Поняла, что в Казахстане охрана окружающей среды это не совсем актуально, и поэтому я пошла на engineering management, на мастер, закончила 2 года в Назарбаевском университете, и после замужества начался затяжной декрет, 1 ребенок, затем 2 ребенок, и дети болеют, вес набирается, и я поняла, что мне необходимы другие знания, чтобы и себя поддерживать, и детей. И я ушла в нутрициологию, я обучилась, тогда была школа Preventage, сейчас это УОМ. И уже как вот 6 лет назад я закончила, я практикую, и год назад мы основали свою ассоциацию нутрициологов. На данный момент я являюсь его нынешним президентом. Мы проводим разные мероприятия и популяризируем ЗОЖ. Круто. А в рамках ассоциации какая самая острая сейчас задача? Самая острая задача – это объяснить людям о том, что здоровое питание и здоровые привычки формируют 80% нашего жизненного успеха и нашего здоровья. Что порой мы ищем легкие варианты, легкие таблетки, кто-то ищет БАДы, кто-то просто ищет легкие решения, но их не бывает, и мы пытаемся именно об этом говорить. Потому что это мировоззренческая история, да, то, как ты ешь, это не диета. Вот сейчас все отходят от понятия диета. Да. Ну что такое диета? Это 2-3 недели, а это должно стать образом жизни. Да. И вы про это, да? Да. Круто. На законодательном уровне, конечно, нам очень много чего нужно делать, да? Ну вот мы пытаемся простраивать этот мостик между нами, нутрициологами, и государством, и людьми медобразования, потому что мы люди без медобразования, и у нас сформировалась очень странная репутация. Кто-то нас любит, кто-то нас не любит, но мы хотим эту репутацию отбелить и сделать так, что каждый на своем месте. Врач работает в рамках своего правового поля, а нутрициолог работает в рамках своего. Да, дорогие врачи, я вижу самые лучшие результаты именно в этой троице, да, когда работает клиент, берет на себя ответственность врач и нутрициолог, и тогда результаты просто невероятные, потому что все это внедряется в жизнь мягко, без стресса и становится образом жизни. Да. Спасибо за вашу работу. Камила, ну что, наверное, каждый человек в жизни держал или будет держать, дай бог, пост. И там глубокие сакральные смыслы, и сегодня будем и о них, и о питании говорить. Как сделать, вот, друзья, понимаете, мы заходим с таким огромным, чистым, благим намерением, и хочется получить максимально биохакерский такой
Вот мне конкретно хочется, чтобы ураза была уразой в своем лучшем понимании. Как этого добиться? Давайте сначала вообще начнем с того, что такое ураза, почему мы называем это уразой, почему в арабских странах это называют по-другому. Сам термин ураза пришел к нам с персидского языка, и он означает рузу, означает поклонение в дневное время. А в арабском языке пост звучит как саум в единственном числе или сиям во множественном числе. И в Коране пост обозначается именно как саум, повторяется там 11 раз, и он означает воздержание. Воздержание от воды, от еды, от интимной близости и от злословия, сквернословия в месяц Рамадан. Этот пост, который нам был предопределен Всевышним, мы держим именно в месяц Рамадан. И что вообще означает само слово Рамадан? У него есть несколько значений. В арабском языке слова строятся из согласных букв ро, мэ и дон. И вот эти слова, если мы говорим ромда, то это дождь. Именно дождь в осенний период, который смывает пыль. И для нас Рамадан — это месяц, который смывает наши грехи и очищает наше здоровье. Также ромада переводится как сильная жажда и жара. Вот такая невыносимая жара. И пост в Рамадан — это для нас своего рода испытание, в котором мы действительно испытываем жажду. И многие, кто держал пост, отметят, что чувство голода особо сильно не чувствуешь, но вот жажда довольно сильно дает о себе знать. И вот для нас пост в Рамадан — это небольшое испытание и в то же время очищение. Ну и теперь такой вопрос. Как такой сакральный месяц провести максимально полезно и для души, и для тела? И я, как нутрициолог, я всегда ставлю большой акцент на собственное тело, потому что наше тело — это аманат от нашего Господа. И я разбила свою подготовку на 6 этапов. Самый первый этап, это самый базовый, это чекап. Обязательно нужно проверить собственное здоровье. Можем мы держать или не можем? Если есть какие-то острые заболевания и проблемы, то мы обращаемся к врачу, и врач уже ставит конкретный вердикт, можно держать или нельзя. Что я подразумеваю под базовым чекапом? Это сдать анализы, это можно сделать даже биоимпедансметрию, например, проверить, не потеряются ли мышцы во время Рамадана. Мы же все немножечко, как женщины, хотим сбросить лишний вес, хотим убрать жир, чтобы это эффективно сделать, и потом оценить, было ли полезно держать пост, можно сделать вот такие вот анализы сдать. УЗИ, обязательно УЗИ щитовидной железы, УЗИ околобрюшной полости, обязательно УЗИ почек, потому что у людей с нарушением водно-солевого обмена будут проблемы и с давлением, и с сухостью, и с жаждой, и в целом, у кого проблемы с почками, им противопоказан пост. Вот поэтому первый шаг – это обязательно чекап и оценка своего здоровья. Добро пожаловать в клинику будущего. Метабади – это первая в Казахстане сеть клиник функциональной и превентивной медицины. Здесь мы предвидим и предотвращаем заболевания и улучшаем качество жизни через медицину и ментальное здоровье. Наша главная миссия – это ваше качественное долголетие. Мы работаем на повышение качества жизни всех наших клиентов, заботясь о вас и ваших семьях на каждом этапе. От планирования беременности, легких родов до заботы о родителях в пожилые годы. То есть у вас ваши клиенты берут разрешение поститься или нет, да? У меня нет, по потому что счету. да, я же нутрициолог без медобразования. Ну, да, имеется в виду такой, врач, как бы, я такой могу финальный направить, клиренс даете вы, да? Да, да, и в принципе я могу направить, сказать, желательно или нежелательно держать пост. Второй шаг, как нутрициолог, я смотрю на то, что человек ест, и для меня важно, чтобы на моей тарелке был баланс БЖУ, белков, жиров и углеводов. Особенно важно, чтобы было достаточно белков, потому что мы в Рамадан из-за того, что у нас снижается калораж, мы будем терять мышечную массу. А мы не хотим ее терять, ее и так сложно набирать, поддерживать. И поэтому за месяц до Рамадана я уже начинаю отслеживать, достаточно белка я потребляю или нет. И я использую приложение Fat Secret, и я прям туда забиваю, сколько я еды съедаю, и смотрю, чтобы я всегда оставалась в своем балансе. Fat Secret. Да. Нам надо фоточку поставить. Угу. Это очень удобный способ, и многие думают, что считать сложно. На самом деле ты просто уже на глаз примерно понимаешь, сколько здесь грамм, накидываешь, и примерно видишь, если в процентаже где-то 20-30% белка есть, в принципе, для меня, для моего организма это достаточно. Если человек активно тренируется, ему, возможно, нужно быть немножечко больше белка. Обязательно, чтобы в рационе были хорошие, качественные жиры, они будут давать нам длительную энергию, ну и сложные углеводы. Я себе оставляю 30% углеводов.
И вот если человеку сложно подсчитывать, записывать, и не хочет он заморачиваться, то можно использовать правило тарелки. Что вот мы тарелочку берем, делим ее на 4 части. 1/4 это белок, 1/4 это сложный углевод, белок с жирами, и оставшаяся половина это клетчатка. В принципе, это вот легко. Это Интересно. Третий этап – это оценка своих дефицитов. Если мы заходим в Рамадан с дефицитами, мы их можем усугубить. У меня так было, что однажды 1 год я не подготовилась нормально, и у меня началась аллопеция. Я начала терять волосы на фоне того, что у меня была... Я мама многодетная, дети у меня идут подряд. Да, я была кормящая, беременная, и в один момент я просто не оценила свои возможности и начала терять волосы. И поэтому я хочу, чтобы люди не совершали таких ошибок и обязательно проверялись на дефициты. А вы поняли, почему вы теряли волосы? До Это анемия была или что? Это, скорее всего, был дефицит минералов, по большей части кальций, магний и цинк. Я потом делала определенные анализы, где, в принципе, подтвердилось по анализам, что у меня был дефицит минералов. А он, видимо, шел вместе с дефицитом белка, потому что я не доедала белок, и тогда я думала, что я его доедаю, но когда я начала считать уже, смотреть, я поняла, что я все-таки не доедаю белок. То есть дефициты — это очень важно. Интересно. Обязательно дефицит железа проверяем. Анемия – это про усталость, про дефицит энергии. Женщины анемичные будут сложнее в Рамадан жить, и эффективности будет меньше. Затем это витамины группы В, тоже очень часто уходят в дефициты люди, потому что это водорастворимые витамины, они не накапливаются. Жирорастворимые витамины D, А, Е. У нас такой регион, где мы живем, где у нас нормального активного солнышка нету, и люди сейчас не едят жирную пищу, как вот раньше наши предки ели, поэтому мы дефицитны на эти витамины, и лучше их, конечно, закрыть, чтобы потом во время Рамадана не париться об этом. То есть это третий шаг. Первый шаг – это чекап, второй шаг – это БЖУ, правильный баланс. Третий этап – это дефициты. Четвертый этап – это ввод нутритивно-плотных продуктов в свой рацион. Желательно это делать тоже за месяц до Рамадана. Почему? Потому что некоторые люди не любят есть вот эти нутритивно-плотные продукты. О чем я говорю? Первое – это печень. Многие люди говорят, что печень воняет, печень невкусная, но печень, это настоящий суперфуд. Да. Там есть все. Второе – это костный мозг. Тоже там есть жиры, и там есть определенные белки, которые укрепляют и модулируют наш иммунитет. А мы знаем, что Рамадан может влиять на иммунитет. За счет голода у нас происходит аутофагия, у нас активация макрофагов, и у некоторых людей хронические воспаления могут обостряться. И чтобы проблем с иммунитетом не было, то лучше заранее это отработать. И для меня, например, костный мозг – это отличный способ работать с клетками иммунитета. А затем костные бульоны, кисломолочные продукты, потому что пробиотики – это здоровье кишечника. Ферменты, да. Да, ферментативные продукты, хорошая клетчатка, длительные углеводы. Вот такие вот нутритивно-плотные продукты. Привыкаем уже сейчас в рационе их иметь, чтобы в Рамадан уже глаз был наметан, и ты точно знал легко, что взять. И вот, например, для меня кето-паштет вообще идеальная вещь. Это так легко, это такой лайфхак. Ты утром просыпаешься, он у тебя уже готов. Цельнозерновой хлебушек на закваске, все. И, в принципе, этого достаточно даже, чтобы был такой достаточно плотный завтрак. Это вот 4-й шаг. Мы вводим нутритивно-плотные продукты. 5-й шаг – это не связано с питанием, это больше связано со своими привычками и с дофамином. Рамадан – это месяц, когда у нас идет мощный дофаминовый детокс. Да, еда нам приносит много удовольствия. Я по себе замечаю, что когда я не ем, у меня сильно снижается мотивация. Я не могу так работать, как я обычно работаю. Я не могу генерить идеи так, как я их обычно генерю. И я просто с сухура до ифтара, я просто вот существую, чтобы… Жду. Да, просто жду. И я один момент поняла, что это дофамин, и нужно сейчас убирать дофамин, чтобы потом мне было легко, чтобы мои рецепторы уже привыкли к низкому дофамину, и во время Рамадана моя эффективность не снижалась. И что мы делаем? Мы убираем, как обычно, соцсети, да, мы ставим на Инстаграм какой-то лимит. Есть люди, которые слушают музыку, то убрать музыку, немножечко привыкнуть к тому, что ты находишься в тишине, как-то поразмышлять и давать себе другие варианты дофамина. Это прогулки, для нас это чтение Корана тоже приносит нам такой длительный дофамин, изучение языков, ну и вообще что-то, что стимулирует длительный дофамин. Тогда в Рамадан эта привычка уже останется, и вам будет легче заполнять то свободное время, которое осталось. Какой классный лайфхак, Камила. Получается, Рамадан можно посвятить тому, что ты
изучаешь что-то новое, да? Потому Да. что у тебя высвобождается тонна Да. времени. Да, да. Когда я не умела раньше читать Коран, я когда первые 2-3 года начала читать намаз, я покрылась, тогда я еще не умела читать Коран, и мне казалось, что времени настолько много, и я не понимала, что делать. И сначала ты спишь, но ты не можешь много спать, потому что становится плохо, начинает голова болеть, и ты не можешь нормально потом ходить и двигаться. И мне было сложновато. А потом я поняла, что надо изучать Коран и учиться читать Коран. Тогда у тебя, во-первых, новые нейронные связи, во-вторых, когда ты из тех букв, которые ты никогда не понимал, ты начинаешь строить слова и начинаешь их понимать, это столько радости. И вот я в Рамадан пошла на уроки таджвида, это уроки чтения Корана, без понимания, просто пока чтение. Сложно дается, ты немножечко мучаешься, но когда у тебя получается, это так классно, и это закрепляется потом. Уже дальше, в последующем ты начинаешь, Рамадан заканчивается, но навык остался, и ты его не хочешь терять, начинаешь его усилять, и уже на следующий год, если в первый год я только научилась читать, то во второй год я поставила для себя цель, что я хочу Коран от корки до корки прочитать во время Рамадана. И тогда у меня не хватало времени, я просто не успела, я по 10, по 20 страниц могла в день читать, это занимало по 2, по 3 часа, я разбивала иногда время, и время проходило настолько быстро, ты не чувствуешь голод, потому что у тебя дофамин, ты все время хочешь еще больше прочитать, у тебя есть хорошее, качественное проведенное время, потому что Рамадан — это месяц Корана. Ну и в целом потом это такая хорошая привычка, и это удивительно, мозг работает, что если первые 10 страниц шли тяжело, остальные уже идут легче, и под конец ты вообще очень легко читаешь. Разгоняешься, да? Да. А как вот вы держите фокус? Какие бы препараты вы принимали для фокуса? Вы что-то принимали? Там ежовик, гребенчатый, что-то? Я очень сильно люблю сульбутиамин. Это вариант витамина В1, Жирорастворимого, жирорастворимый, да. Он проникает через ГЭП в мозг, и там дает энергию, дает концентрацию внимания, улучшает выброс ацетилхолина, улучшает пищеварение за счет того, что ацетилхолин работает. И я, например, во время сухура я пью вот этот В1 в формате сульбутиамина. Давайте рассказывайте нам ваши лайфхаки. Да. Что мы плавно подошли, что вы делаете во время сухура? Как? Во время сухура, первое время, когда я только начинала держать Рамадан, как бы боишься, что останешься голодным. И готовишь, да, себе такой плотный завтрак, поешь. Потом, так как ночь тогда я держала 10 лет назад первый раз, это выпало время на лето. Это, представьте, в 2 утра вы едите, а потом в 9 вечера. И огромное окно голода, мне казалось, что я не выдержу, и я ела супер плотно, а потом-то где-то к 3 утра ты все равно ложишься спать. И когда ты просыпаешься утром, тебе так тяжело, вся эта еда, она нормально не переваривалась, потом тяжесть, а когда еда не допереваривается, это же потом аммиак, это головные боли, это вот эта та самая агрессия и головные боли, на которые люди жалуются в первые дни Рамадана. И я поняла, что нет, надо делать сухур легким. Чем легче он будет, тем легче мне будет идти дальше, и ничего со мной не случится, голодной я не останусь. И я просто беру, чтобы не терять белок, я беру протеин, обычный протеин, без всяких этих добавок вкусовых. Просто аминокислоты? Сывороточный изолят, протеин. Беру можно коллаген? Да, можно коллаген. Аминокислоты, коллаген. Туда добавляю финики, все это взбиваю хорошенечко, выпиваю. Здесь и вода есть, здесь и белок есть, здесь за счет финика электролиты, клетчатка, немножечко длительный сахар. Потом пью воды, и, в принципе, мне этого достаточно. И иногда я делаю такой сухур, иногда просто финики, иногда одно яичко, там, 1 кусочек авокадо. Ну, то есть очень такой легкий сухур. А ифтар желательно начинать его, как мы всегда с воды и с фиников начинаем, но потом что-то жидкое, либо бульон, либо суп, потому что здесь мы опять-таки тоже убиваем несколько зайцев сразу. Это и жиры, аминокислоты, и жидкость, которую мы не получали в течение дня. То есть для меня всегда важно, чтобы первое было во время ифтара, а затем я беру второе, совсем там чуть-чуть мяса, салатика, и в принципе этого достаточно. И вот так вот получается на сухур. А ваш супруг также питается? Нет. Сложновато, семья не всегда поддерживает. То есть это я себе делаю так, а детям и супругу я либо докладываю, либо то, что они просят, я еще доготавливаю. А муж на сухур что делает? Вот это вот для мужчины интересно. Когда как. Иногда мой муж просыпается и ест то же самое, что я ему приготовлю. Иногда он просит, он просыпается голодный, иногда он говорит: Камил, пожарь мне там 3 яйца, сделай мне вот так, вот так. Иногда я делаю так. А иногда он не хочет ничего. Он просто просыпается, пьет воды, там, читает дуа, намаз, и все, и потом ложится спать.
Очень интересно. И по добавкам вы сказали, что вы принимаете сульбутиамин. Что еще? Я еще принимаю вообще сами витамины группы В, В1, В2, В3. Это же про обмен энергии. И те люди, у которых дефицит энергии в течение дня и утомляемость, то им желательно как раз-таки добавить эти витамины в свой рацион. Ну, либо в сухур, либо в ифтар, но после ифтара вы не заснете на бэшках. Да. Поэтому, да, я обычно прошу на сухур. Обязательно витамин С, потому что это поддержка надпочечников. Мы сокращаем сильно время сна, и в любом случае Рамадан — это стресс, поэтому поддерживать надпочечники — это важно. И витамин С — это и коллаген, да, и кожа, да, и иммунитет, и надпочечники. Затем обязательно цинк, потому что он не накапливается в организме, и опять-таки разные иммунные процессы происходят во время Рамадана. Чтобы их качественно поддерживать, мы пьем цинк для иммунитета. Потом, что у нас еще может быть? Йод, омега-3 базово. Ну, в целом, в принципе, вот такая базовая схема для меня достаточно. Интересно. У меня муж, например, собирается держать, и он говорит, я буду обливаться. Как вы к этому относитесь? Потому что обливание дает длительный дофамин. 24 часа он держится у тебя. Ну Вообще вот классно. кто не читает Коран, да? Да. Для тех, кто... Вот у меня спрашивали, как бороться с сонливостью и усталостью во время дня, когда ты не можешь попить и поесть, я предлагаю контрастный душ. А вот кто может обливание, то тогда обливание. Потому что, во-первых, когда мы делаем контрастный душ, и холодная водичка на нас падает, у нас сосуды сжимаются, разжимаются, хорошо кислородом обогащается мозг, и ты как будто бы просыпаешься, и вот этот туман уходит, и ты чувствуешь себя хорошо, и появляется еще дополнительная энергия. Давайте про туман поговорим. Мы, наверное, с вами первые и такие ярые адепты того, что нужно работать с аммиаком, что весь туман, вот эта вот потерянность, это в частности из-за аммиака. Расскажите, как с этим... Вот я, допустим, сейчас принимаю препарат, классный, называется Ammonia Scavenger. О, да, классный препарат. Знаете, да, я знаю его? да. Он классный, просто идеально составлен. Вот мы сейчас ищем аналоги для того, чтобы его на рынок Казахстана завести. Да, я когда работала с детками с гипераммонемией, я искала такую добавку, которая была бы удобная для детей, где у тебя есть все. Да, там и цикл альфа-кетоглютарат, да, и юка есть, и все, в принципе, и это очень удобный препарат. А когда мы говорим про аммиак, это всегда про агрессию. И Рамадан — это время, когда мы должны максимально сильно сдерживать агрессию и работать с ней. И можно заходить с тяжелого, да, с силу воли, а можно заходить с легкого, с просто нормализации своих биологических процессов. Что приводит к повышению аммиака? Самое первое — это брожение в кишечнике. Когда у нас в кишечнике есть рост условно патогенной микрофлоры, а он появляется, когда человек переедает. И, соответственно, если есть переедание, то есть рост условно патогенных бактерий, есть выделение аммиака. Аммиак — это газ, который спокойно проникает через ГЭП в мозг, там вызывает отек тканей, и, соответственно, появляется усталость, агрессия, туман в голове. Что делать? Перестать переедать, следить за собственными порциями. Самый легкий вариант — это сделать тарелку поменьше, просто поменять тарелку, которую вы ели, на тарелку поменьше. И у вас визуально, да, будет видно. Подарите своему другу перед Рамаданом маленькую тарелочку. Да, я вот просто призываю своих подруг, чтобы они, когда накрывали на стол, ставили маленькие тарелочки. Тогда ты точно не переешь. А иначе потом выходишь с таким плотным желудком. И получается, что мы работаем с тем, чтобы в кишечнике не было плохих бактерий. Если есть проблемы с микробиомом, то опять-таки заранее это лучше со специалистом отработать, чтобы потом хорошо зайти. А если уже не получилось, вы вот зашли в Рамадан, и у вас болит голова, есть агрессия и есть аммиак, то либо вот такой Ammonia Scavenger, либо это обычный там стимол, гипомерц, сорбент хорошо помогает. В принципе, все то, что работает с циклом мочевины и вот с кишечником. Да, вот этот вот препарат Ammonia Scavenger, давайте по составам его разобьем. Вы можете сами собрать, допустим, это тот же стимол или гипомерц. Гипомерц аналог среди БАДов, это орнитин, да? Да, орнитин, орнитин. Потом можно циолит. Вы какие любите сорбенты вообще во время? Циолит очень сильно люблю. У меня даже был рилс про циолит, о том, что это такой универсальный сорбент. И он по ионному принципу он работает, он не будет у вас сорбировать все. Да. И плюс еще там есть минералы, и он еще и нормализует водно-солевой обмен, из-за чего человек не теряет жидкость, и у него не будет запоров.
Мы же в Рамадан очень часто страдаем запорами. И первая причина – это потому, что, во-первых, пищевой комок стал меньше из-за того, что человек стал меньше есть. А во-вторых, дефицит воды приводит к тому, что пищевой комок достаточно плотный, и поэтому у человека потом запор. И когда мы пьем хорошие правильные варианты, вот я, например, люблю использовать калий, либо магний в форме цитрата, он немножечко подкисляет кишечник, да. То есть он приводит к тому, что вода не всасывается, не задерживается, а выводится. И за счет этого каловая масса проходит, и запор проходит. Ну и вот циолит в этом плане, он не забирает воду сильно, как некоторые другие сорбенты. Ну, то пектинового ряда, там еще что-то, или они очень... Вот многие любят псилиум, я вот именно в Рамадан не советую псилиум, он очень сильно забирает воду. То есть мы должны в Рамадан стараться избегать тех продуктов, которые забирают у нас воду и приводят к жажде. Это вот кофе, это сладкое, мучное, углеводы очень сильно любят задерживать воду. Слишком соленое, жареное. Кто любитель корейской кухни, да, придется немножечко потерпеть. Ну и все то, что в кишечнике потом забирает воду. Мы стараемся этих вещей избегать, чтобы не испытывать сильно жажду. Круто. Камила, а что делать людям, у которых плохо переваривается пища? Вот ферменты добавляют. Какие есть у вас лайфхаки, как у нутрициолога? Смотрите, сейчас к нам на рынок Казахстана пришел такой бальзам, называется бальзам Болотова. Может быть, вы слышали? Нет. Это очень уникальный, это такой напиток, который содержит соляную кислоту. То есть у нас же у всех сейчас проблемы с кислотностью желудка. И в основном мы используем яблочный уксус, но его не каждый переносит, потому что гистамин. И я, например, не могу яблочный уксус пить из-за того, что у меня есть немножечко склонность к повышенному гистамину, и у меня появляются аллергические реакции, хотя есть низкая кислотность. А от низкой кислотности, не низкой кислотности, да, а мы говорим, что желудочная среда недостаточно кислая, чтобы переваривать. Да, и от этого появляется потом тяжести. И вот в бальзаме Болотова, что интересно, там есть соляная кислота, там есть янтарная кислота, она дает энергию, там есть немножечко виноградного уксуса и еще и серная кислота. И вот он работает на несколько вещей, и на метаболизм, и на желудок, и в целом на хорошее пищеварение. И вот уже с первого этажа ЖКТ мы начинаем работать. Единственное, что сначала слизистые. Мы защищаем слизистые, поэтому готовимся хотя бы за пару недель до Рамадана, залечиваем слизистые, можем в мягких формах принимать бальзам. Вы его чайную ложечку на стакан воды разводите, он очень кисленький. И через трубочку пьете, чтобы кислота не нарушала состояние эмали зубов. И потом сразу едите. И вот так можно делать на сухур и на ифтар. И это будет поддерживать желудочный сок. Затем обязательно ферменты, если есть проблемы, опять-таки, с несвариванием еды. Я люблю обычные классические ферменты. Я понимаю, что там есть свиной панкреатин, и это может быть для кого-то из мусульман неприемлемым, но здесь мнения расходятся, и есть мнение, что если человеку необходимо пить этот фермент, то лучше тогда пить, если от него пользы будет больше, чем вреда. И вот, например, когда у меня были обострения панкреатита, мне ничего, кроме как криона, не помогало. То есть растительные ферменты работали слабо. Да, растительные в этом плане не справляются с такими острыми. Да, когда острые. Но если мы говорим про длительную работу, то это всегда растительные ферменты, потому что они улучшают выработку и наших собственных ферментов поджелудочной железы. Поэтому вот. Очень интересно. Вот говоря, вы затронули тему разных бальзамов, да? Я хочу поделиться одним классным. Я недавно сделала ФГДС и колоноскопию впервые в жизни. Каюсь. Но я считаю, что любому человеку после 35 лет хотя бы раз в 2 года нужно делать вот седации, колоноскопию, и потому что в Казахстан в высоких строчках по колоноректальному раку очень часто мы видим эрозивные гастриты, эзофагиты, аутоиммунные гастриты. И представляете, очень классно мне для залечивания слизистой, прям это на ФГДС было видно, помог пептид БПЦ 157. Просто прелесть. Я советую всем, он достаточно недорогой, найдите его. Вот у Рукета есть классный. Звучит как прямая реклама, но вы можете любой найти. Что такое БПЦ 157? Это пептид, который нашли в 1960-х годах. Врачи озадачились вопросом, что такого есть в желудочном соке, что защищает слизистые даже в такой низкой кислотности. У некоторых pH доходит 1,5-2, да, то есть очень низкая кислотность, там гвозди растворяются, кислая среда. И как сказал один врач, это как будто ты чинишь кастрюлю
которая кипит. Представляешь, то есть там кипение происходит, а ты должен заклеивать кастрюлю. И врачи нашли там вот этот вот пептид, как гастрин, да, который находится, и назвали его БПЦ. Это Body Producing Compound, так он назван, поэтому он называется БПЦ-157. И этот пептид не новый, друзья. Его использовала, оказывается, спортивная индустрия более 30 лет. Когда они его нашли, понятно, что когда что-то находят, всегда используют это на космонавтах, на военных и на спортсменах. И этот БПЦ-157, он шел всегда на репарацию, там, где рвутся связки, там, где есть эрозии, там, где есть повреждения, БПЦ-157 прекрасно работает. И я вам скажу, нет ничего быстрее залечивания слизистых, чем БПЦ-157. Классно. Поэтому можете использовать это в практике. Мы-то что используем, как нутрициологи, врачи? Витамин Ю, что еще есть? Глютамин, ржавый вяз. Глютамин, витамин С хорошо на залечивание, цинк, карнозин. Но вот БПЦ-157, прям обратите внимание, его причем можно мазать просто. То есть его еще называют панацеей от leaky gut, то есть от проницаемого кишечника. Потому что сейчас даже конвенциональная медицина признала наличие дырявого кишечника, да, то есть что у нас вот эти вот плотные связи, плотный контакт нарушается, и у нас все токсины проходят через кишечник в кровь. И вот БПЦ-157 тоже является очень хорошим средством, так что можете заранее, кстати, до ОРЗ уже начать, особенно у кого эрозии, гастриты, вот печет, герб, да. Спасибо. Интересно, Будем классно, знать, да. Еще я хотела бы немножечко проговорить про переедание. Давайте. Да, мы хотим, чтобы наш пост был для нас именно духовной практикой, и чтобы мы могли хорошо сдерживать собственный гнев, собственную агрессию. Но чтобы это сделать, нам всегда нужно заходить с точки зрения тела. Если мы тело поддерживаем здоровым, то наш ум тоже ясный и здоровый. И одна из проблем, которые люди делают, это переедание. И у нас есть болезни тела, а есть болезни сердца, и именно духовные болезни сердца. И если болезни тела мы считываем сразу, они приносят нам дискомфорт, и поэтому мы с ними сразу работаем, то с духовными болезнями сердца мы их можем длительное время не замечать, что мы их делаем. И что же открывает путь к сердцу вот этим болезням? Первое — это именно переедание. Переедание приводит к тому, что человек становится более ленив, потому что ему нужно время, чтобы это все переварить. Затем переедание приводит к тому, что человек становится более агрессивный, потому что аммиак. Мы знаем, да, что переедание приводит к условно-патогенной флоре разрастания и вот к агрессии. И эту агрессию намного сложнее сдерживать, потому что она физиологическая. Затем, когда мы сидим на застолье, мы всегда переедаем, и застолье всегда сопровождается сплетнями. А сплетни — это еще одно из болезней сердца. И если мы иногда хорошие, там, допустим, застолья начинаем с чего-то хорошего, то заканчиваются они всегда сплетнями. Да. И это все всегда сопровождается едой. Поэтому, когда приходишь на застолье, особенно на ифтар, важно длительно не задерживаться. Поели, поблагодарили и дальше побежали на намазы и дальше на свои дела. Затем переедание приводит к тому, что ты становишься недоволен своей жизнью. Ну, то есть сначала ты... Чувство вины. Да. У кого-то чувство вины, а у кого-то недовольство, и начинается, наоборот, зависть. Ты смотришь на других, начинаешь себя оценивать с кем-то, а зависть — это одно из тяжелейших болезней сердца. Потому что зависть — это недовольство собственным предопределением. То есть Аллах для каждого предопределил какой-то свой жизненный путь, жизненный удел, и когда ты им недоволен и завидуешь другому, ты недоволен с той волей, которую тебе Всевышний на тебя заложил. И чтобы все эти болезни сердца во время Рамадана нас не сопровождали, и нам было с ними легче, нам сильно важно запомнить, что переедание — это плохо, и стараться не переедать. И вот я для себя делаю, либо я беру тарелочку поменьше, либо я просто вот в этом Fat Secret вижу в цифрах. Для меня это вообще классно. Я увижу, что там уже за 2000 кал переваливает мой рацион, и я такая, не все, и сокращаю его. Он должен прям будильником звенеть. Да, я уже настолько привыкла это все заполнять, что я вижу, что там 1500 кал, все, это моя норма, это уже дальше уже многовато, и все, и дальше я понимаю, что я не ем. И я этот калораж просто разбиваю на 3 части, по 300, по 400 за прием пищи. И завтракаю, я понимаю, что все, это 400 кал мне достаточно, больше я не ем.
И это так легче, чем когда ты сидишь, себя сдерживаешь. В принципе, я ем все, что я хочу. Я не тот нутрициолог, который категорично отказывается от всех продуктов. Если я хочу сладкое, могу поесть сладкое. Если я хочу Расскажите мне, как вы едите сладкое? И что для вас сладкое? Потому что недавно у меня была клиентка, я говорю, ну надо меньше сладкого. Она говорит, я вообще не ем сладкое. Ну вот я могу пирог съесть, ну пару фиников там и еще что-то. То есть это не считается... Что считается сладким в вашем понимании? В моем понимании это все то, что содержит сахар. Какой бы это сахар ни был, природный или неприродный. Те же финики — это тоже сладкое, фрукты — это тоже сладкое, и обычные десерты, пироги и даже хлеб я иногда причисляю тоже к сладкому, потому что в конечном итоге высшего сорта мука — это все равно сахар. А рис у вас сладкое? Рис не совсем. Это в принципе тоже легкий углевод, но я иногда его использую, потому что он такой, я просто его люблю, он такой легкий, и Вам это легче, нравится. да. Вы знаете, друзья, хочется сказать, я знаю, что многие нутрициологи уже используют. Я делала рилс про глюкометр. Да, я носила глюкометр. Носили вы глюкометр? Вообще в течение года хотя бы один раз, одну неделю нужно поносить глюкометр. Это вот мне там писали, но это же только для диабетиков, да, это же неудобно носить. Нет, друзья, неделю вы носите глюкометр, и вам сразу становится понятно, что есть сахар, а что есть не сахар. Да. И там, знаете, самым большим для меня инсайтом было, что никогда не садись за стол, когда ты в стрессе. Потому что, представляете, помимо того, что вы поймете, на какие продукты у вас поднимаются сахара, поэкспериментируйте. Эту неделю, допустим, вот я не знала, для меня рис — это сахар или нет. Я съедаю, например, тарелку риса, и я понимаю, что это для меня сахар. Еще какой сахар, у меня глюкоза взлетает. Но когда я ем, допустим, как вы сказали, рис немного, и там есть овощи, и там еще что-то, и жиры, кстати, как интересно, то у меня сахарная кривая меньше, то есть сахар так не летит. И представляете, вот я, допустим, один и тот же ужин ем в спокойствии, и на следующий день там ору на детей или там с мужем поругалась, и сажусь там и в таком состоянии ем, у меня сахар просто взлетает до 9. То есть обычный белковый ужин у тебя сахар 6, 6,2, со стрессом это 9 глюкоза. Это очень много, друзья. Поэтому, пожалуйста, просто идите, прогуляйтесь, расходите этот кортизол, не знаю, там поделайте приседания, успокойтесь, и только тогда садитесь за стол. Да, я тоже носила глюкометр, и для меня я считала, что гречка — это продукт низкогликемический, да, вот этот индекс. И почему-то мой организм на гречку реагировал почти до 12. Я вообще, когда делала глюкометр, для меня это было такое как бы откровение. Я жила в таком самообмане. Вроде бы ты думаешь, что ты нутрициолог, ты следуешь всем вот этим советам, которые тебе дают, а потом ты начинаешь одевать и есть, и понимаешь, блин, что-то работает не так. У меня сахар скакал, у меня на гречку, на рис, на еще какие-то продукты просто взлетал до небес сахар. И у меня порой сахар повышался не потому, что я что-то ем, а потому что у меня были неправильно нормализованные процессы. У меня, кажется, генетически выводится калий. Просто поломка гена, из-за чего я калий теряю, а натрий накапливаю. И оказывается, гипокалиемия приводит к гипергликемии. И то есть у меня была гипергликемия именно на этом фоне. Круто. Да. Есть такое, кстати, да. Вот, я начала пить панангин, там немножечко калия, немножечко магния, и я начала замечать, что теперь реакция моего тела на продукты намного спокойнее. А однажды я выпила кофе с утра, у меня сахар держался стабильный, и я села за руль. И в моменте, когда были пробки, я начала нервничать, у меня начали очень сильно потеть ладошки, и я смотрю, а у меня сахар просто летит, вот тоже где-то до 8, вот так. Хотя я голодная, а сахар летит. И я тогда подумала, насколько стресс нас истощает, вот эти все кортизол тянет за собой же инсулин, это же всадники апокалипсиса, как их называют, кортизол, инсулин и лептин, по-моему. Да. И поэтому вообще в Рамадан, я носила и в Рамадан, мне было очень интересно посмотреть, что происходит. Сначала я сделала неправильно, я его одела во время голода, то есть посередине дня я его одела, и он мне сразу показал цифру 7. Я его не откалибровала, и затем у меня были просто бешеные значения, до 14, до 15. Я уже думала, может, у меня диабет, что такое. А потом я его сняла и одела заново, и откалибровала. Одела натощак, сдала кровь, откалибровала данные и уже наблюдала. И если раньше я думала, что во время голода может падать сахар, и из-за этого
головные там боли или усталость, то лично у меня сахар держался абсолютно стабильно. С ним не было ничего. Вот я, если на сухур поела достаточно такой белковый, жировой, немножечко длинных углеводов, он у меня чуть-чуть повышается, потом приходит в стабильную норму. 4,5 вплоть до ифтара. Вообще с ним ничего не происходит. Сахар ровный, настроение ровное, самочувствие хорошее, энергия распределена нормально. Потом ты садишься есть, и если ешь дома, то все хорошо, там 6 максимум. Если идешь в гости, это просто ужас. Там-то себе позволяешь дискотека расколбаса. Вообще ужас, да. Просто сахар скакал, мог до 10. Причем я не понимала сначала, что происходит. Я просто наливала себе компот, брала там, допустим, да, еду, которую дают. И сначала я ем, у меня все нормально, потом я запиваю компот. Я почему-то не... Это слепая зона, когда ты вроде бы знаешь, что сладкие напитки повышают сахар, но почему-то на это так сильно не реагируешь. И я запиваю это компотом и смотрю, как у меня начинает стремительно повышаться сахар. Он доходит от отметки 12. Сначала я чувствую себя так хорошо, эйфория, потом он начинает рухаться, он начинает резко падать. Ночью он будет рушиться. Еще ночь. И я понимаю, что у меня нету сил, я не могу встать, потому что сахар резко упал, потом он начинает скакать. Однажды мы с мужем вечером поругались, я нервничаю, у меня сахар скачет, и он мне суши приносит. Типа, извини, вот тебе суши. И это была такая ошибка, поесть эти суши на ночь, там же рис. Я просто не могла всю ночь спать. У меня сахар от 9 до 10, от 9 до 10, он вот так скакал. Из-за этого начались проблемы. Я стала часто ходить в туалет и сливать воду. Оказывается, когда вот эти скачки сахара, именно мой организм так реагирует. Я начинаю сливать воду. И я не могу спать из-за того, что я бегаю, сливаю воду, у меня скачет сахар, я из-за этого нервничаю. Из-за того, что я нервничаю, опять-таки повышается сахар. И все. И я просто поняла, что нет, все то, что говорят про сбалансированное питание, про баланс там, белков, жиров, это все рабочие вещи, это все действительно сдерживает сахар, и этого реально нужно придерживаться. Да, друзья, второй большой инсайт про сахар. Дело в том, что я все время просыпалась в 2 часа ночи, в 2 или 3 часа ночи. Это вот на заметку людям, которые так просыпаются. И все время мне врачи говорили: Асель, это у тебя сахар падает. Я думаю, ну как он падает, нормально, я себя чувствую, я худая, то есть я всегда думала, что у меня с сахаром идеальные отношения. Но у меня папа умер от сахарного диабета, и все-таки моя метаболическая гибкость, оказывается, была глют, вот эти 3-4 рецептора, все-таки они компромизированы. Это всегда в генетическом тесте вы можете увидеть. Так вот, в 2 часа ночи я просыпаюсь все время, и когда я начала носить глюкометр, у меня он пищит в 2 часа ночи, что у меня сахар падает до 2. Можете себе представить? 2,9, 2,5. Он уже начинает пищать. Это говорит о том, что у вас метаболическое, то есть вы вечером ужинаете, там 3 причины. Или вы вечером ужинаете слишком углеводной пищей, или слишком близко ко сну, что у вас сахар взлетает перед сном, а потом в 2-3 часа ночи он падает, потому что вы на качелях сидите. Естественно, если ты дошел пика, он будет вниз стремиться. И твой организм думает, что ты умираешь, и начинает выбрасывать адреналин и кортизол, представляешь? То есть ты кортизолишься ночью, когда у тебя время гормона роста и мелатонина. Ты себя просто старишь и разрушаешь. В моем случае это была причина в том, что я стрессую. Из-за длительных стрессов я там не отдыхаю, еще что-то, и, допустим, ем слишком рано, ну, то есть заканчиваю есть в 6 часов вечера, у меня все-таки сахара падают, потому что надпочечники не держат, и я просыпаюсь, как будто умираю. И что ты себе делаешь? Ты только во вред работаешь. Поэтому у меня сразу сахар выравнивался, когда я чуть позже ужинала, и не мясом, а какими-то длительными углеводами. И добавляла витамин С и надпочечники, кору надпочечников. Очень советую, потому что витамин С – это наше все. На нем сахар выравнивается сразу. Потому что витамин С в том числе работает с GLUT 4 и 3 рецепторами. Да, вот так мы подходим с вами к 6-му шагу подготовки, это сон. Рамадан – это же не только дефицит еды и воды, это еще дефицит сна. Мы просыпаемся рано на сухур, и чтобы этот маленький короткий промежуток сна работал на нас, нам нужно глубокую фазу сна улучшать. И вот один из вариантов, да, это есть сложные углеводы не перед сном, но хотя бы там за пару часов до сна, чтобы держать стабильный сахар. Что такое сложные углеводы? Дайте примеры нашим. Это крупы, это может быть пшено, гречка, чечевица. В основном вот такие вот крупы, длительные углеводы. Вот мне нравится в этом плане пшено очень классное, да. Да, особенно если пшено сделать с овощами, с лучком, очень вкусно. Очень такая. вкусно, да. Баба-ёжья
Каша. Да. У нас, допустим, когда практикующий мусульманин держит пост, он не может долго сидеть на ифтаре, и он не может перед сном прям вот сильно наесться. Почему? Потому что у нас есть эта система намазов, которая предотвращает это. То есть Всевышний так продумал Рамадан для нас. Мы сначала разговляемся, да, на ифтар, потом у нас есть вечерний намаз, который мы должны успеть почитать, потому что он выходит очень быстро, буквально за час. И то есть мы быстро поели, нам нужно пойти почитать намаз. Затем начинается ночной намаз, который тоже сейчас наступает быстро, это где-то почти к 7 вечера. И то есть ты вот в 5 поел, в 6 у тебя намаз вечерний, в 7 у тебя уже намаз ночной, а потом начинается серия намазов, которая называется таравих. Он длится почти 2 часа. И в основном, если это мужчины, то они уходят в мечеть. Если это женщины, они читают дома. И вот все то, что ты переел, ты во время этого намаза помогаешь себе это все переварить. Ты вот читаешь. Да, классно придумано, да, слушайте, гениально. Ты размышляешь, читаешь. И из-за того, что ты читаешь намаз, ты не можешь сидеть в сотке, влияния голубого света нету. И когда ты читаешь намаз, хочется приглушенной такой атмосферы. И если дети не мешают, то обычно вот так ты выключаешь свет, а у тебя красивый коврик. Мы еще во время Рамадана любим так украсить комнату, чтобы она была такая эстетично красивая. И ты вот в этой красивой атмосфере, можно красный свет включить, это тоже вот как раз-таки, да, увеличивает глубокий сон. И ты сидишь, читаешь намаз, размышляешь, а потом, когда ты уже почитал, ты не хочешь есть и пить, уже приходит время сна, уже 10-11 ночи, и ты ложишься спать, и у тебя будет хороший, качественный сон. И в 5 утра ты спокойно проснешься на сухур. Ну, потому что вечер, красный свет, это пошел у тебя окситоцин, прогестерон, потом пошел серотонин, и все. Серотонин, любовь просто так, love everybody, и ты засыпаешь. Классно. Да, я читала, что в исследованиях показали, что уровень серотонина во время Рамадана действительно увеличивается. То есть если уровень дофамина снижается либо остается на том же уровне, то серотонин и окситоцин действительно увеличиваются. Ну и плюс Рамадан — это же вечерние ифтары, это всегда про окситоцин. Ты встречаешься с людьми, которых ты давно не видел, ты обсуждаешь какие-то вот такие душевные вещи. Да, ты в благодарности. И это прям такой хороший, сильный месяц окситоцина. Поэтому вот. Мы можем с такой точки зрения обогащаться и духовно, и физиологически. Камила, вы невероятно интересный собеседник. Спасибо. Я очень рада, что наши девушки такие светские, все-таки светский ислам, он так прекрасен, да? Я хочу прочертить большую прям разницу, что, ну, может быть, это для кого-то прозвучит. Ну, в общем, скажу. Мы недавно были на панельной сессии в Сенате, и нас приглашали по вопросам гендерного равенства, да. И мне обязательно хочется сказать благодарность нашему председателю Сената за то, что он сделал такую панельную дискуссию. Там было 5 женщин, представителей казахстанских женщин. И Жанна Уразбахова там сказала важную вещь, что женщинам нельзя отказываться от образования. Да. Это важно. Посмотрите, какая у меня прекрасная собеседница, грамотная, образованная, училась в Лондоне, закончила Назарбаев University, прекрасно сама читает Коран, прекрасно владеет всеми дарами, нутрициологией, ведет клиентов. И я бы хотела, чтобы наши женщины в исламе были именно такими образованными, красивыми. Да, вообще изначально в исламе права женщины и образование женщины — это очень сильно поддерживается. И мы знаем, что одна из жен пророка Аиша, она была преподавателем хадисов вообще всего ислама, от нее было передано самое большее количество хадисов. Хадисы — это то, что высказывал наш пророк, мир ему и благословение Аллаха. И она обучала не только женщин, но даже мужчин обучала. То есть она за ширмой сидела, и она давала образование. И видя то, что мать правоверных была одной из сильных и лидирующих в образовании, мы, смотря на эту ролевую модель, в любом случае не должны отставать. И мне кажется, что этот стереотип, он сформировался в 20 веке, когда с исламом активно боролись, и вот тогда начали действительно угнетать мусульманских женщин и не давать им путь к образованию. Но до 20-19 века мусульманская женщина, она была обязана быть образованной, потому что от образования матери начинается образование детей, и мы, если мы хотим... И нации. Да, и нации. Почему и говорят же, да, что женщина — это один из источников того, что нация будет хорошей
и благополучно. Да, Камила, это очень важно, потому что мы зачитывали в Сенате статистику, что оказывается 60% женщин и еще большее количество мужчин считают, что женщина должна сидеть и молиться на мужа и не работать. Но это в наше время это непозволительная роскошь, потому что с мужем может что-то произойти, не дай бог, да. То есть всегда семья сегодня, если женщина имеет возможность также финансово реализоваться, быть финансово независимой, этому надо дать возможность, и это прекрасно. Я вижу, что вы работаете, проявляетесь, реализуетесь, и я хочу призвать девушек, которые задумываются об этом, что это можно делать, будучи правоверной, можно делать это с лицом и без лица, проявляться, потому что Камила очень проявленная женщина, и я очень радуюсь, когда вижу таких казашек. Это прекрасно. Да, если моя работа вся в рамках шариата, то, в принципе, никаких проблем нет. И я, по большей части, я либо работаю в местах, где закрытые офисы, где мужчин нету, либо я работаю дома, либо я работаю, мне помогает иногда муж, если это какие-то общения с мужчинами. Но в основном так получилось, что Всевышний мне дал вот нутрициологию, и мои клиенты — это женщины, это мамы, это сестры мусульманки, и поэтому здесь ты и развиваешься хорошо, и обучаешься. Я обучаюсь языкам, я пришла 2 года назад, закончила турецкий, и сейчас, в принципе, достаточно свободно им владею. Сейчас я изучаю арабский, и все это во взаимодействии с женщинами. Меня женщины обучают, мы в женском кругу это обсуждаем, у нас есть свои какие-то книжные клубы, разговорные клубы, где везде одни женщины, и вот этот комьюнити мне не дает никаких проблем, никаких дефицитов ни в общении, ни в самореализации нет. Вот есть же такой стереотип, что ислам угнетает и закрывает, но на самом деле он нам дает много возможностей и много раскрытия собственной грани. Просто в определенных границах шариата. Камила, я думаю, все, кто посмотрит этот подкаст, они будут очень вдохновлены, потому что я именно испытываю сейчас нереальный интерес и вдохновение. Желаю вам отличного месяца, пройти его с достоинством, получить все углубления понимания этого мира. Я не знаю, просто я не в исламе, но я не знаю, что пожелать. Я хочу пожелать только вам именно вот этого глубинного контакта с создателями, с собой. Друзья, спасибо вам большое. Спасибо.